Привет с метабазы! Меня зовут Алишер, и это канал о метавселенных. Нью-Йоркский медиапортал Decrypt заявил, что на прошлой неделе больше 100 миллионов долларов пользователи криптовалют вложили в виртуальную землю и недвижимость. Они покупали собственность в виде NFT. Это уникальные цифровые токены, которые представляют право владения на какой-либо реальный или виртуальный объект. Например, на искусство, аудио или на часть метавселенной. Основная активность метавселенных происходит в сети Ethereum, второй по объему рынка криптовалюты, но конкурирующая сеть Solana быстро набирает обороты. Итак, за прошедшую неделю на первом месте с 86 миллионами долларов проект Sandbox, на втором с 15,5 Decentraland. Эти проекты хорошо известны тем, кто интересуется метавселенными. На третьем месте с 9 миллионами долларов проект «Порталы», который разрабатывается только с начала года и гораздо меньше, чем его старшие братья. Про Decentraland и Sandbox мы поговорим в следующих выпусках. Но сегодня в нашем фокусе андердог метавселенных «Порталы». Думаю, не надо объяснять, насколько важно вовремя обнаруживать перспективные проекты, потому что в блокчейне, как в большой семье, кто раньше встал, того и тапки. Поехали. Создатели порталов описывают проект как метавселенную, похожую на смесь из Animal Crossing, SimCity, Decentraland и Sandbox, построенную на блокчейне Solana. В порталах вы будете владеть комнатой, которую можете обставить так, как вам хочется. Уже доступны десятки видов мебели, и разработчики постоянно добавляют новые предметы. Если у вас есть NFT, вы сможете повесить их в рамочку на стену и показывать своим виртуальным гостям. Кроме этого, в порталах есть модели олдскульных игровых автоматов и приставок, которые запускают эмуляцию классических игрушек, таких как, например, Mario или Pac-Man. Чтобы получить такую комнату, нужно купить NFT-ключ. Минтинг происходил 26 ноября с ограничением в 5000 ключей и стоил 1,5 сол, по текущему курсу около 300 евро. В первые секунды минтинга было создано 6000 запросов, и все ключи были проданы за 5 секунд. Не все ключи оказались одинаковые. Самые распространенные белые ключи называются Ivory. Они дают доступ к стандартной комнате. Более редкие ключи Onyx и Vision дают доступ к комнатам большего размера, которые подойдут для собраний, вечеринок, выставок и аукционов. Веселье разыгралось на вторичном рынке. Большая часть покупателей решила держать ключи, как минимум до релиза комнат. Его обещают в декабре. Тогда как около 300 владельцев залистили свои ключики. Цена выросла во много раз, и объем вторичного рынка на этой неделе достиг 7,5 миллионов долларов. Что и закинуло портал на одну полочку с гигантами метаверса. Низкая стоимость минтинга, NFT и транзакций на Solana открывает массу возможностей для спекуляций. Но для того, чтобы попробовать порталы, не обязательно покупать NFT. Чтобы прийти к кому-нибудь в гости, ключ не нужен. Главное, чтобы вас пригласили. Улицы и магазины будут доступны всем без инвайтов. А теперь посмотрим демо. При входе в порталы нужно создать свой аватар. Конструктор пока выглядит просто. Всего несколько причесок и наборов одежды. Разработчики обещают сделать поддержку аватаров из VR-чат, что даст возможность сделать из себя что угодно. Мы тестируем демо-комнату порталов. И сейчас посмотрим, что тут можно делать. Со мной Диана. Привет, Диана. Привет. Отлично. Вот, как видите, я хожу Готова нормально, а Диана немножечко плавает, я бы сказал, ездит ногами по полу. Так что не всем еще ходьбу завезли. Так, что у нас тут есть? Это всякие картиночки с советами, и их можно убрать. Это довольно легко сделать. Кликаем на шестеренку, нажимаем Edit Space, и вот это все удаляем, это нам не понадобится. Сейчас будем комнату своей мечты делать. И еще можно добавлять сюда свои NFT, если у вас есть NFT на блокчейне Solana. Для этого нажимаем на Connect, подключаем свой кошелек,
И смотрим. У меня из NFT есть только, собственно, ключ от моей будущей комнаты. Поэтому сейчас его на самое видное место красивое повесим. Можно больше сделать. Для этого нужно использовать кнопки Q и E. Хочу большую картину со своим ключом. Так. Можно я кину коврик под твой прекрасный арт? Да. Мне кажется, еще можно поставить стул, чтобы можно было сидеть и наслаждаться. Можно вращать предметы тоже с помощью клавиш Q и E. Вот. Теперь можно. Я пристану на твой стул, чтобы лучше видеть твой прекрасный NFT. Хорошо. Так, ну давай еще что-нибудь сделаем интересное. Я, например, хочу диджейский стол себе замутить. Так, вращаем этот стол. Я видел, там были виниловые проигрыватели где-то. Вот тебе один. Еще один, вот давай. тебе второй. Да, пульт не завезли, но это не так важно. Нам нужно еще, чтобы у нас откуда-то играла музыка. Я думаю, что можно вот эти использовать как подставки для колонок. Отлично. И тут где-то были еще бумбоксы. В будущем можно будет стримить сюда музыку из сервиса Audius. Есть такой сервис. Где же бумбоксы? Ты не видишь бумбоксы? Я уже ставлю. Отлично. Супер. Мне нравится. Мне уже нравится то, что у нас получилось. Здесь у нас будет музыкальная точка, так сказать, диджейская. Давай что-нибудь еще в углу прикольное сделаем. Есть игровые автоматы. Самое интересное, что они интерактивные. Это значит, что можно этим игровым автоматом пользоваться. Там вот Pac-Man, например, есть. Диджею можно кресло поставить. Нет, зачем кресло? Нет, зачем? Диджей должен стоять. Если диджей, который сидит, у него все гости тоже будут сидеть. Не надо. Так, вот я хочу, знаешь, что еще для украшения, чтобы красиво было. Смотри, даже свет есть. Да, лава-лампы можно поставить. Диджей попить. Так, стаканчик. А будет у нас где-нибудь вот здесь, давай сделаем такое место, где у нас будет пицца. О, давай. Я хотела пиццу диджею подставить. Лучше где-нибудь в стороночке. Можно будет пойти и поесть пиццу. И здесь пуфики были, да? Давай пуфики вокруг расставим. Вот так. Ну, в этой комнате, мне кажется, где-то человека на 4 вполне можно свободно. 4 пуфика ставить. Да, давай будем на 4 людей делать. И комнаты Ivory, они будут, скорее всего, больше, чем демо-комната. В всяком случае, разработчики что-то такое говорили. То есть демо-комната, это совсем прям демо-комната такая по умолчанию. Будут окна. Диана, а ты там что делаешь? Мне прям интересно. То, что весь Я экран раскладываю. Не вижу. Игрушки раскладываешь? Всякие штуки. Мне Полочку нравится. нашла, книжки расставила. Супер. Моя картина над рабочим местом. Да, серьезно? Ты свою картину повесил? Да, я только что из Dreams тебе экспортировала лимонный закат. Очень красиво. Спасибо, мне нравится. Так, еще текстовый чат. Смотри, можно писать. И здесь можно писать личные сообщения. Можно писать всем. И можно писать тем, кто рядом. Это интересная фича. Интересно, как будет наработаться, когда будет много людей. Эти демо-комнаты уже доступны. И если скопировать ссылочку, которая есть в браузере, то можно ее кинуть друзьям. Вот сейчас, Диана, ты, в принципе, кому угодно можешь кинуть. И эти люди придут сюда. И мы сможем с ними пообщаться. И все, что происходит в комнате, сохраняется в комнате по URL. Так что, если ты сохранишь этот URL, ты всегда сможешь вернуться в это место. Я чувствую, что мне уютно становится, знаешь, пицца есть, картины есть, NFT висит, тут компьютер стоит. Здорово. Сейчас вот те вещи, которые есть, это демо-каталог. Разработчики показывали другие комнаты, это Ivory, Onyx и Vision. И когда появятся эти комнаты, то каталог предметов будет доступен для всех комнат. То есть можно будет... Там очень много разной современной мебели, современных штук. Это, скажем, такой тестовый набор.
Значит, справа у нас психоделические сны, сгенерированные Dreams by Bombo. Мгм. Очень А хорошо. слева у нас диджей, тоже Dreamy диджей. Здорово. Видишь тут диджея? Да, наушники у него. Вот толпа. Да, он любит Синий. писать. Да, класс. А к нам пришел мой сын Дарий, вот он тут прыгает, изучает окрестности. Настя, Я где ты? застряла А где ты застрял? на голове у Дианы. Диан, что-то всем нравится на твоей голове застревать. Все как и в жизни. Дарья, а представь себе, что вот, например, ты бы ходил в такую комнату, как в класс, вместо зума. Что скажешь? И Классно. видел своих одноклассников Классно. и учительницу тоже в таком виде. Классно. Я тоже так думаю. Слушай, я как в реальной жизни хожу и то, что Дар раскидал, расставляю по местам. Это очень странное ощущение. Вот пицца на полу. В общем, даже вот в самом-самом сыром варианте эти демо-комнаты, они могут какие-то задачи решать. Смотри, он наложил пиццы, скейт, виниловый проигрыватель и поставил на все на этот диван. Кресло. Ты под ковер, под диван замел. Да. Ну прям вот смотри, вот сейчас напоминает реально квартиру парнишки, когда у тебя коробки из-под пиццы. Холостяка. Да, коробки из-под пиццы под креслом. Это можно сказать, что атрибуты коммунального образа жизни. То есть мы все сейчас в одной комнате, и каждый для себя что-то сделал. Я вот тут диджейский спот сделал, ты развешиваешь картины, а Дарья прячет пиццу под креслом. И не только. Ну, в принципе, очень похоже на то, как мы живем. Да, да. Все те же привычки, только в цифре теперь. Да. Обсудим коллаборации порталов с другими проектами. Первое, что меня порадовало – анонс коллаборации с Audius. Интеграция позволит стримить музыку прямо в комнату через джукбокс. У меня уже есть плейлисты на Audius, так что, как откроются комнаты, приходите на тусовку, устроим танцы. Производительность серверной части порталов обеспечивает компания Genesis Go, которая хорошо известна программистам, поднимающим проекты на блокчейне Solana. Такое партнерство дает надежду, что порталы не будут тормозить и зависать, как тот же Decentraland. Еще одно интересное партнерство с компанией Bonfide. Эта компания – аналог Namecheap на Solana. Участники порталов смогут привязать свой длинный непроизносимый кошелек к короткому URL типа ivan.sol, что сделает удобной возможность кинуть денежку другу прямо в порталах. Занять свой домен на .sol можно уже сейчас. Начальная ставка на аукционе около $20 в токене проекта FIDA. Думаю, что у порталов есть потенциал со временем стать такой же популярной метавселенной на Solana, как Sandbox на эфире. Учитывая, насколько блокчейн Solana технически более продвинут и выгоден для создания NFT, не исключено, что в порталы придут популярные бренды, такие как Nike, Adidas и Gucci, которые в последнее время активно участвуют в подобных проектах. Так что, возможно, в следующем году где-нибудь под окнами вашей виртуальной комнаты можно будет купить вашему аватару свежую пару брендовых цифровых сникеров. Если порталы продолжат развиваться с такой же скоростью, как и сейчас, то мы увидим в проекте не только способы развлечься, но и образовательные комнаты, куда интереснее находиться в виртуальном классе в своем любимом аватаре и смотреть видео на стене в уютной комнате, чем в видеочате Zoom. Ранние поклонники уже проводят в демо-комнатах рабочие встречи. Учитывая, насколько просто пользоваться порталами, есть шанс, что этот проект станет стартовым для тех, кто еще мало знаком с криптокультурой, метаверсом и NFT. Потому что вам не нужны будут очки VR или мощный компьютер. Все работает в браузере. Лично я бы еще очень хотел видеть мобильное приложение, чтобы иметь возможность гулять по порталам, даже когда ты далеко от компа.
Продуктовая инфраструктура Solana развивается активно. Тот же Magic Eden, SoulSea, Solana Art, Star Atlas и Social могут быть встроены в порталы. Они станут казуальным метаверсом третьего по влиянию блокчейна. Представьте себе парковку звездолета на крыше вашего дома в портале и мессенджер от Social, встроенный в виртуальный телефон. На данный момент все, что у нас есть, это простое, но работающее демо, перспективные партнерства, рендеры комнат, NFT, проданные за миллионы, и активное сообщество в Дискорде. Давайте внимательнее посмотрим на команду проекта, чтобы лучше оценить перспективы. Разработка началась в начале 2021 года. Команда интернациональная. Из США, Великобритании, Нидерландов, Мексики и Дании. Также команда участвовала в Solana Hackathon Ignition и заняла второе место в категории гейминг. Для меня это знак, что проект не скам. Я долго думал и все же решил купить NFT с ключом на вторичном рынке. Для того, чтобы после запуска комнат пригласить вас туда на вечеринку и снять видео о том, как все работает. Для этого нужно пойти на Magic Eden. Это магазин NFT на блокчейне Solana. А вот и NFT порталов. Для оплаты NFT будем использовать кошелек Phantom. У меня там как раз отложено немного Soul для покупки. 3, 2, 1. Готово. NFT мой. А пока разработчики готовят релизы, этот ключ можно повесить на стену в демо-комнате, сесть на табуреточку и ждать. Если бы мне 10 лет назад сказали, что виртуальные пространства, объекты и аватары будут настолько популярны, я бы сильно удивился и посмеялся. Сейчас я все еще удивлен, но уже не смеюсь. Осталось напомнить, что все, что я тут говорю, не является инвестиционным советом. А если вам было интересно и вы хотите, чтобы я продолжал делать видео о подобных проектах, подпишитесь на канал, возможно, будете первым, и нажмите колокольчик. А если вы поделитесь в комментариях своим любимым метаверсом и мнением о порталах, я буду вдвойне счастлив. С вами был Алишер. Встретимся в метаверсе.